В 2011 году группа юристов, чиновников и наследственных хранителей храма спустилась в подземелье, о существовании которого знали только из старых храмовых записей. Они выполняли решение Верховного суда Индии. В первых 5 каменных камерах под полом святилища лежали золотые слитки, ожерелья, статуи богов, мешки с драгоценными камнями. Общая оценка – $22 миллиарда. Когда они подошли к 6-й двери, украшенной изображениями 2 кобр, наследственные хранители сказали одно слово – «Не открывать». И ее не открыли. Не потому, что не хотели, не потому, что не могли, а потому что суд, рассмотрев аргументы, отложил решение и так и не вынес его окончательно. Дверь стоит на том же месте. За ней может быть пусто. А может быть нечто, что объяснит, почему 7 столетий подряд каждое поколение хранителей передавало одно и то же предупреждение. В этом видео 6 закрытых дверей древнего мира. Ни легенд, ни мифов. Реальных физических входов в реальные пространства, которые задокументированы, локализованы и в большинстве случаев частично исследованы, но окончательно так и не вскрыты. Запрет может быть юридическим, как в Керале, религиозным, как в Ватикане, техническим, как в Гизе, или политическим, как в Сиане. За каждой из этих дверей лежит то, что мы не видели, а в нескольких случаях, возможно, и не должны увидеть в ближайшие десятилетия. Эти двери не просто запертые проемы. Это границы, на которых останавливается современная археология. И каждая такая граница говорит больше об устройстве нашего знания о прошлом, чем о том, что лежит за ней. Начнем с той самой 6-й камеры в Керале. Секретные двери древнего мира, которые до сих пор не открыли. Находка 1. Хранилище Б храма Падманабхасвами. Дверь, которую запретил открыть собственный суд. Храм Падманабхасвами стоит в самом сердце Тируванантапурума, столицы индийского штата Керала. Он посвящен Вишну в форме Падманабхи, божества, возлежащего на тысячеглавом змее Шеше. Храм существует как минимум с 8 века нашей эры, но устные традиции возводят его к гораздо более ранним временам. Под главным святилищем на нескольких уровнях каменной кладки скрыты 6 подземных камер, обозначаемых латинскими буквами от А до Ф. О существовании этих хранилищ знали все, но никто из живущих не видел их содержимого до 2011 года. В 2009 году бывший офицер индийской полиции по имени Сундараджан подал иск в Верховный суд штата. Он утверждал, что королевская семья Траванкора, традиционно управлявшая храмом, не обеспечивает должной защиты сокровищ, принадлежащих, по его мнению, государству. Суд назначил комиссию из 7 человек. В июне 2011 года камеры начали вскрывать одну за другой. Первое, что увидели исследователи в камере А – золотые цепи длиной в несколько метров, золотые кокосы, изумруды размером с грецкий орех. В камере С обнаружили золотую статую Вишну высотой около метра, инкрустированную бриллиантами. Общая стоимость только 5 открытых камер, по предварительной оценке, составила около $22 миллиардов. Сумму, делающую этот храм самым богатым религиозным учреждением, когда-либо задокументированным в человеческой истории. Затем комиссия подошла к двери камеры Б. Дверь представляет собой массивную плиту из железа без видимых замков и петель. На ее поверхности изображены 2 кобры, символ, который наследственные жрецы храма называют Нага-Бандхам. По преданию, дверь запечатана мантрой, и открыть ее можно только обратной мантрой, известной в полном виде определенной касте жрецов, которой больше не существует. Любая попытка вскрыть ее механически, утверждают хранители, приведет к катастрофе. В 2011 году главный наследственный распорядитель храма, член королевской семьи Утхрадам Тирунал Мартханда Варма, лично обратился к суду с просьбой остановить вскрытие. Через несколько недель он скончался.
С тех пор прошло более 10 лет. Камера Би так и не вскрыта. Верховный суд Индии в 2020 году подтвердил права королевской семьи на ритуальное управление храмом. Но вопрос о камере Би оставил открытым, формально передав его на рассмотрение нижестоящей комиссии. Никаких работ не ведется. Современные методы – георадар, эндоскопия через микроскопические отверстия, акустическое сканирование – теоретически позволили бы заглянуть внутрь без физического вскрытия. Но и эти методы запрещены. Аргумент жрецов прост. Камера запечатана не на замок, она запечатана на договор. И нарушение договора отзовется не на двери, а на тех, кто за ней стоит. Что говорят о возможном содержимом? Исторические записи семьи Траванкора упоминают подношения от южноиндийских династий Чола и Пандья, многочисленных торговых гильдий, римских и арабских купцов. Если 5 открытых камер содержат $22 миллиарда, шестая, по оценке части индийских историков, может содержать еще больше, потому что традиционно именно последнюю, самую глубокую камеру использовали для хранения наиболее ценных подношений. Но есть и другое мнение. Часть исследователей храмовой истории полагает, что камера Б вообще не предназначалась для золота. Она могла служить ритуальным пространством, местом, куда помещали реликвии, не подлежащие возврату в мир. Иконы, мощи, ритуальные предметы, которые в индуистской традиции считаются прошедшими и не должны больше подвергаться человеческому взгляду. Юридическая ситуация остается уникальной. В большинстве стран мира государство, обнаружив на своей территории сокровища такого масштаба, изъяло бы их в пользу казны. В Индии Верховный суд принял противоположное решение и оставил храмовое имущество в собственности храма. Это создало прецедент. Религиозная институция оказалась сильнее экономической логики. $22 миллиарда лежат в каменных подвалах под полом святилища, охраняются полицией, инвентаризованы и не используются. А шестая дверь стоит закрытой, потому что закрыть ее повелел тот же суд, который заставил открыть 5 предыдущих. Иногда в попытке понять древние культуры мы забываем простую вещь. Запечатать что-либо навсегда – это тоже способ хранить. В современной логике хранение означает доступ, каталог, опись, страховку, возможность извлечь предмет в любой момент. Но древнее хранение часто работало иначе. Поместить – значит вывести из мира. Вход не предполагал выхода. Кто-то когда-то опускал в эту камеру предметы, понимая, что больше их не увидит ни он, ни его дети, ни внуки. Это другой способ относиться к вещам. И, возможно, он объясняет, почему люди, столетиями знавшие о золоте под полом, не пытались его извлечь. Они не считали, что оно для этого предназначено. Сегодня камера Би остается одной из немногих оставшихся на планете точек, в которых столкнулись две системы права – современная светская и наследственная храмовая. Пока этот спор не разрешен, дверь не двигается. Возможно, в этом и состоит ее настоящая функция – не хранить золото, а держать линию, на которой два мира еще могут говорить друг с другом, не уничтожая друг друга. Если смотришь этот канал впервые, подпишись, чтобы не пропустить следующие выпуски. Мы разбираем только задокументированные факты, без теорий о пришельцах и без сенсационности. Идем дальше, на 1000 километров на восток, в провинцию Шэньси. Находка вторая. Гробница Цинь-Шихуанди. Курган с реками ртути, который не вскрывают уже 2 тысячелетия. В 1974 году крестьяне из деревни Селян в провинции Шэньси копали колодец. На глубине около 5 метров их лопаты ударились о керамику. То, что они приняли сначала за разбитый глиняный сосуд, оказалось головой воина. За 40 последующих лет археологи извлекли из земли более 8000 глиняных солдат, лошадей, колесниц и чиновников. Терракотовую армию первого императора Объединенного Китая Цинь Шихуанди. Но это была всего лишь внешняя охрана.
На расстоянии около 1,5 километров от ям с воинами поднимается заросший лесом холм высотой около 76 метров. Под ним, собственно, гробница. И ее не открывали с 210 года до нашей эры. Описание гробницы оставил китайский историк Сыма Цянь в своих исторических записках, написанных около 100 лет после смерти императора. Текст подробен и сух. Цинь Ши Хуанди начал готовить свою гробницу сразу после восшествия на престол в возрасте 13 лет. Над ее сооружением работали по разным расчетам до 700 тысяч человек на протяжении почти 40 лет. Внутри, по словам Сыма Цяня, был воссоздан весь известный мир. На полу географическая карта Китая с реками и морями, заполненными жидкой ртутью, приведенной в движение механическим способом. На потолке звездное небо с жемчужными звездами. Стены украшены изображениями земель и государств. Гробницу защищали автоматические арбалеты, заряженные и натянутые, готовые выстрелить в любого, кто переступит порог. Долгое время описание ртутных рек считалось литературным преувеличением. Но в 2003 году Китайская академия геологических наук провела масштабные исследования грунта вокруг кургана. Результаты были опубликованы и подтверждены независимыми группами. Концентрация ртути в почве вокруг центральной части холма аномально высока. В некоторых точках в 100 раз превышает фоновые значения. Распределение этой концентрации образует характерный рисунок, отдаленно напоминающий очертания древнего Китая, как его представляли в эпоху Цинь. Утечка идет изнутри. Это означает, что ртуть действительно находится в гробнице. И ее там много. По разным оценкам, от десятков до сотен тонн. Откуда первый император взял такое количество ртути в III веке до нашей эры – отдельный вопрос, на который у современной науки нет полного ответа. Китайские власти приняли принципиальное решение – гробницу не вскрывать. Аргументы технические и этические. Технические, потому что ни одна существующая методика консервации не способна сохранить органические материалы, которые могут находиться внутри в момент контакта с воздухом. Тот же опыт уже есть. Когда в 70-х годах вскрывали ямы с терракотовыми воинами, выяснилось, что фигуры были когда-то ярко раскрашены. Краска, продержавшаяся в герметичной среде более 2000 лет, начала осыпаться через несколько часов после контакта с атмосферой. Сегодня большинство воинов мы видим серыми. Они должны были быть зелеными, красными, фиолетовыми, охряными. Цвет потеряли потому, что слишком торопились. Со второй ошибкой такого масштаба Китай, по официальной позиции, согласиться не готов. Этический аргумент глубже. Цинь Ши Хуанди – фигура центральная для китайской национальной идентичности. Это первый человек, объединивший Китай в государство в современном понимании. Стандартизировавший письменность, валюту, ширину осей повозок. Построивший раннюю версию Великой Стены. Гробница такого императора не просто археологический объект. Это символическое место. Открыть ее значит совершить акт, последствия которого будут не научными, а культурными. Поэтому официальная позиция китайских властей формулируется примерно так. Технологии раскопок еще не достигли уровня, при котором мы можем гарантировать сохранность содержимого. Когда достигнут, решения примут будущие поколения. Не наши. Между тем, гробница продолжает выдавать косвенные данные. Геофизические сканирования с использованием магнитометрии и электротомографии показали внутри кургана сложную структуру. Центральную камеру размером примерно 160 на 120 метров, окруженную системой проходов и вспомогательных помещений. Глубина центральной камеры около 30 метров. Это размер крупного современного торгового центра, помещенного под землю и герметично запечатанного 22 столетия назад. Крыша центральной камеры, по данным сканирования, не обрушена. Внутреннее пространство, по всей вероятности, сохранилось. Что еще может быть внутри, кроме ртутных рек и звездного потолка? Сыма Цянь упоминает, что вместе с императором были похоронены придворные ремесленники, знавшие планировку гробницы.
и их закрыли внутри живыми, чтобы тайна не вышла наружу. Современные исследователи относятся к этой детали с осторожностью. Сыма Цянь писал спустя 100 лет, и часть его сведений могла быть преувеличением, направленным на дискредитацию свергнутой династии. Но структура гробничного комплекса косвенно подтверждает его описание. Археологи нашли вокруг центрального кургана множество вспомогательных захоронений – рабочих, чиновников, конюхов. Некоторые из них носят следы насильственной смерти. Есть в этой истории нечто, что трудно описать в категориях археологии. Человек в 13 лет начинает строить себе гробницу. 40 лет 700 тысяч рабочих копают, лепят, заливают ртуть, ставят ловушки. Император умирает. Его кладут внутрь. Рабочих заваливают вместе с ним. Курган засыпают. Проходит 2230 лет, и мы стоим перед этим холмом, заросшим гранатовыми деревьями, и говорим: пока не будем трогать. Возможно, никогда. И в этом отказе что-то очень похожее на жест, которого император и добивался. Он хотел, чтобы его не нашли. Мы согласились. Не открываем не потому, что не можем, а потому, что в какой-то момент перестает быть очевидно, что должны. Как думаешь, должна ли современная наука все-таки вскрыть гробницу Цин Шихуанди при первой же технической возможности? Или есть вещи, которые лучше оставлять там, где их положили? Напиши в комментариях. А мы перемещаемся из Китая в Египет, туда, где недавно нашли совершенно новую дверь, там, где, казалось, все уже было найдено. Находка третья. Камера над большой галереей пирамиды Хеопса, полость, которой не должно было быть. В 2017 году в журнале Nature вышла статья, которая в академических кругах стала событием года. Международный коллектив физиков и археологов под руководством Куни Марисимы из Университета Нагоя и Мехди Таюби из Института HPE в Париже опубликовал результаты сканирования пирамиды Хеопса с использованием мюонной томографии. Метод этот не радиоактивен и не разрушителен. Мюоны — это элементарные частицы, постоянно образующиеся в верхних слоях атмосферы при столкновении космических лучей с молекулами воздуха. Они проходят сквозь камень, но с разной интенсивностью в зависимости от плотности материала. Установив детекторы в известных камерах внутри пирамиды и снаружи, физики смогли построить трехмерную карту плотностей всего сооружения. И на этой карте обнаружилось то, чего там не должно было быть. Над большой галереей, длинным наклонным коридором, ведущим к камере царя, детекторы зафиксировали обширную полость. Длина ее, по уточненным оценкам 2023 года, составляет не менее 30 метров. Поперечное сечение сопоставимо с большой галереей. Ни один из известных планов пирамиды, составленных за 200 лет систематических исследований, эту полость не предусматривал. Жан-Пьер Уден, французский архитектор, построивший в начале 2000-х годов наиболее детальную инженерную модель пирамиды, предполагал существование разгрузочных пространств, но не такого размера и не в таком положении. Полость над большой галереей — открытие, не предсказанное ни одной теорией строительства. Что находится внутри, неизвестно. Мюонная томография показывает только границы пустоты, не ее содержимое. Полость может быть полностью пустой и служить чисто конструктивной цели — разгружать давление вышележащих блоков на потолок большой галереи. Аналогичные камеры разгрузки уже известны над камерой царя. 5 полостей, одна над другой, открыты в XIX веке британским исследователем Говардом Вайзом. Но новая полость отличается размером. Она слишком велика для разгрузочной функции и слишком симметрично расположена по отношению к большой галерее, чтобы быть случайной. Это либо очень крупная разгрузочная камера принципиально иного типа, либо, если опираться на размеры, самостоятельное помещение со своей функцией. Дальнейшие исследования столкнулись с препятствиями. Министерство древности Египта, возглавляемое в то время Халедом Аль-Анани, отнеслось к публикации сдержанно.
Захи Хавас, бывший генеральный секретарь Высшего совета по древностям и одна из самых влиятельных фигур в египетской археологии, выступил с резкой критикой методики. Хавас утверждал, что результаты мюонной томографии нуждаются в перепроверке и что говорить об открытии новой камеры преждевременно. Любые предложения о бурении контрольной скважины малого диаметра были отклонены. На сегодняшний день египетская сторона разрешает только повторные неинвазивные сканирования. Бурить нельзя. Эндоскоп вводить нельзя. Можно только наблюдать снаружи. Позиция Каира объяснима с нескольких сторон. Пирамида Хеопса – главный туристический объект страны и источник значительной доли валютных поступлений. Любое физическое вмешательство в ее структуру – политически чувствительный вопрос. Кроме того, история египетской археологии полна примеров необратимого ущерба, нанесенного исследователями XIX и начала XX века. Расковыривание монументов в поисках скрытых камер, разрушение печатей, использование взрывчатки – все это было нормой еще в эпоху Вайза. Современный Египет такой нормой больше не пользуется и других не пускает. Но отсутствие физического исследования означает, что мы знаем о существовании пустоты и не знаем о ней больше ничего. В 2023 году появилось дополнение. Та же группа ученых, теперь под названием проекта Scan Pyramids, опубликовала результаты сканирования другой части пирамиды и подтвердила существование меньшего коридора длиной около 9 метров за северной гранью на уровне входного прохода. Этот коридор удалось частично исследовать с помощью эндоскопа, введенного через крошечное отверстие между блоками, отверстие, которое существовало с древности и не требовало нового сверления. Внутри обнаружили пустое пространство с грубо обработанными стенами. Ничего другого. Это дает некоторое представление о том, чем могут оказаться внутренние полости пирамиды. Не сокровищницы, не царские камеры, а конструктивные пустоты, заложенные строителями для разгрузки массы. Но большая полость над галереей все равно не укладывается в эту логику. Ее размеры избыточны. И она расположена в стратегически важной части пирамиды, над тем самым проходом, который ведет к камере царя и который традиционно считается главной осью внутреннего комплекса. Если пирамида Хеопса — это не просто гробница, а сооружение со сложной внутренней архитектурой смыслов, как считают многие египтологи новой школы, то полость над Большой галереей может оказаться помещением, играющим в этой архитектуре центральную роль. Может, и это слово важно. Никаких доказательств у нас нет. Только пустота, зафиксированная физикой, и закрытая дверь, которой даже нет физически. Ее роль играет 1,5 миллиона тонн известняка над и под ней. Бывают двери из дерева. Бывают из железа. А бывают такие, как эта, толщиной в несколько десятков метров камня, не имеющие ни замка, ни петель, ни ручки. Ее невозможно открыть в традиционном смысле. К ней можно только пробить путь. И каждый, кто думает о таком пути, останавливается перед очень простым соображением. Пирамида простояла 4500 лет. Если она простоит еще 500, если внуки наших внуков войдут в эту полость, это будет правильнее, чем войти в нее сегодня и потерять в процессе что-то, чего мы не сумеем понять. Пирамида учит терпению. Она ждет нас столько, сколько мы готовы ждать ее. Двигаемся дальше, через океан, к другой пирамиде и другому скрытому проходу. Находка 4. Тоннель под пирамидой Кецалькоатля. Подземная река ртути в сердце Теотиуакана. В октябре 2003 года над долиной Теотиуакана прошел сильный ливень. Археологи, работавшие у подножия пирамиды Кецалькоатля, третьего по величине сооружения в комплексе, после пирамид Солнца и Луны, обнаружили, что вода ушла в землю в одной конкретной точке возле основания. Слишком много воды для нормального впитывания. Под поверхностью что-то было. Серхио Гомес Чавес, мексиканский археолог из Национального института антропологии и истории, начал расследование. То, что он нашел, стало одним из крупнейших открытий мезоамериканской археологии
за последние полвека. Под ливнем обнажился вход в тоннель. Неприродный, рукотворный. Длиной около 103 метров, на глубине от 12 до 18 метров под уровнем поверхности, он шел прямо к центру под пирамидой Кицалькоатля и заканчивался системой из 3 камер. Тоннель был запечатан около 100-150 года нашей эры, то есть закрыт сознательно и засыпан крупными камнями на всю длину. С тех пор и до 2003 года в него никто не входил. 18 веков темноты и тишины. Раскопки заняли более 10 лет и проводились с использованием современной техники, лазерного сканирования, миниатюрных роботов, постоянного мониторинга атмосферы внутри тоннеля. Результаты ошеломили даже опытных мезоамериканистов. На стенах тоннеля сохранилось покрытие из мелкотолченого перита и гематита, минералов, которые при свете факела создают эффект мерцания, будто стены отражают звездное небо. Пол был усыпан тысячами ритуальных предметов, обсидиановыми ножами, керамическими сосудами, ожерельями из жадеита, фигурками из зеленого камня, человеческими и животными костями. Были найдены резиновые мечи, древнейшие свидетельства использования каучука в ритуальных целях. Были найдены деревянные коробки с тысячами семян. Был найден нефритовый зооморфный сосуд весом более 15 килограммов. Но самое странное – это ртуть. Жидкая ртуть, обнаруженная в полу тоннеля и в одной из камер в его конце. В Мезоамерике известны единичные находки ртути в ритуальных контекстах – у майя, у ольмеков, но в таких количествах и в таком контексте впервые. Откуда жители Теотиуакана получали ртуть, до сих пор не ясно. Ближайшие месторождения находятся в нескольких сотнях километров от города. Объемы добычи, доступные технологии того времени – все эти параметры с трудом сходятся с тем, что мы видим в тоннеле. Параллель с гробницей Цинь-Шихуанди в Китае напрашивается сама собой. Две независимые цивилизации, разделенные тысячелетиями и океанами, использовали ртуть для одного и того же – для имитации воды или иного мира в подземных священных пространствах. В конце туннеля 3 камеры. Они расположены в форме креста, точно под центром пирамиды Кицалькоатля. 2 из них были раскопаны и частично исследованы между 2014 и 2017 годами. В них обнаружили статуи, керамику, ритуальные подношения. Но 3-ю камеру, северную, Серхио Гомес и его команда оставили нетронутой. Причина проста и потрясающе убедительна. Контекст находок и расположение камеры указывают, что внутри может находиться захоронение правителя Теотиуакана. Возможно, самое высокопоставленное захоронение, когда-либо обнаруженное в мезоамериканской цивилизации севернее майя. Дело в том, что Теотиуакан – самая загадочная из всех больших цивилизаций Древней Америки. Город насчитывал в эпоху расцвета около 125 тысяч жителей, был крупнейшим в Новом Свете и одним из 6 крупнейших в мире своего времени. Но мы не знаем, на каком языке говорили его жители. Мы не знаем имен их правителей. Мы не знаем, кто и почему построил этот город. У нас нет ни одной царской гробницы, которая бы дала нам имя или биографию хотя бы одного человека, управлявшего Теотиуаканом. Если 3-я камера действительно содержит такое захоронение, это будет первый правитель Теотиуакана, которого мы когда-либо узнаем в лицо. Поэтому работают медленно. Серхио Гомес неоднократно объяснял в интервью, вскрытие камеры – это необратимый акт. После открытия восстановить контекст невозможно. Каждое подношение, каждая кость, каждая частица пыли должны быть зафиксированы в 3 измерениях, проанализированы, датированы, описаны до того, как их сдвинут с места. Команда продолжает работу, но темп ее определяется не нетерпением ученых, а сохранностью объекта. Последние публичные обновления относятся к 2022 году. Камера остается закрытой. Еще одна деталь делает этот тоннель совершенно особенным. Он был запечатан намеренно. Жители Теотиуакана сами засыпали его камнями, сами замуровали вход, сами, судя по всему,
решили, что увиденное в этом тоннеле должно остаться внутри. Зачем строить столь сложное подземное сооружение, заполнить его уникальными подношениями, выложить стены минералами, имитирующими звездное небо, разлить ртуть по полу и потом все это закрыть навсегда? Возможный ответ – тоннель никогда и не предназначался для повторного использования. Это было одноразовое ритуальное действие. Создать космос под пирамидой и закрыть его навсегда. Сам акт закрытия был частью смысла. Для нас, привыкших мыслить категориями накопления и сохранения, такая логика чужда. Мы строим хранилище, чтобы возвращаться, чтобы пересчитывать, чтобы передавать дальше. Но в Теотиуакане, как и в Керале, как и в гробнице первого императора Китая, действовала другая логика. Положить значит отпустить, запечатать значит завершить. И когда мы вскрываем эти двери спустя века, мы не открываем их заново. Мы нарушаем уже завершенные действия. Иногда это оправдано наукой, иногда нет. И каждая такая дверь требует от нас отдельного решения. Мы продолжаем и переходим в место, где закрытость стала институциональной системой. Из подземной Мексики в подземный Рим. Находка 5. Ватиканский секретный архив. 85 километров полок, к которым нельзя подойти просто так. Под комплексом папских дворцов в Ватикане расположен один из крупнейших исторических архивов мира. Его официальное название – Apostolicaum Vaticanum Archivum. До 2019 года в названии присутствовало латинское слово «секретум», в русском переводе «секретный». Папа Франциск своим распоряжением убрал это слово, объяснив, что в данном контексте оно имеет архаическое значение – личный, частный, а не современное – засекреченный. Решение было символическим. Содержание архива при этом не стало доступнее. Архив остался тем, чем был – закрытой системой документов, формально открытой для исследователей, но фактически открывающейся очень медленно и очень избирательно. Размер фондов поражает. По официальным данным самого архива, общая длина полок составляет около 85 километров. На этих полках документы, охватывающие период приблизительно с 8 века нашей эры до настоящего времени. Папские буллы, дипломатическая переписка, протоколы соборов, инквизиционные дела, материалы канонизаций, корреспонденция с правителями, личные архивы пап, секретные доклады нунциев. Древнейшие документы относятся к эпохе каролингов. Самые свежие – это формально документы понтификата Пия XII, открытые для исследователей лишь в 2020 году, спустя 75 лет после окончания его правления. Доступ устроен следующим образом. Архив был открыт для внешних исследователей Папой Львом XIII в 1881 году. До этого момента он был полностью закрытым. После открытия установилась система, действующая до сих пор. Исследователь должен быть аккредитован, иметь академическое или церковное звание, представить рекомендательные письма и сформулировать конкретный исследовательский запрос. Нельзя прийти и просто походить вдоль полок. Нельзя попросить все, что есть по такому-то вопросу. Можно запросить конкретный документ, и если он не относится к закрытым категориям и его местоположение известно архивистам, его принесут в читальный зал. Полный каталог фондов недоступен. Существуют частичные описи, но многие из них сами являются архивного хранения. Это создает парадокс. Технически архив открыт. Практически. Для того, чтобы запросить документ, нужно сначала знать о его существовании. А узнать об этом часто можно только из других документов, которые также находятся в архиве. Получается замкнутая система, в которой исследователи годами и десятилетиями реконструируют структуру фондов, постепенно расширяя круг известных нам документов. Многие историки, посвятившие архиву всю жизнь, признают, что они хорошо ориентируются только в одной-двух его секциях. Полной картины не имеет, по всей видимости, никто, кроме руководства самого архива. Помимо общего режима, существуют категории документов, недоступные вообще.
Это материалы, касающиеся живущих людей. Документы, связанные с действующими дипломатическими отношениями Святого Престола. Личные архивы недавних пап. Материалы канонизаций, еще не доведенных до конца. Часть документов Инквизиции, особенно местных трибуналов на территории современной Испании, Италии, Латинской Америки. Эти ограничения не результат политики какого-то одного понтифика. Они институциональны и пересматриваются десятилетиями. В марте 2020 года стало событием большой важности. Пий XII был папой во время Второй мировой войны. Его роль в событиях Холокоста – предмет острых исторических споров на протяжении уже почти 80 лет. Одни историки обвиняют его в недостаточной активности в защите европейских евреев. Другие указывают на доказанные случаи помощи и спасения, организованных Ватиканом по его указанию. До 2020 года эти споры велись на основе фрагментарных источников. После открытия архива, формально содержащего около 2 миллионов страниц, ситуация изменилась, но не радикально. Через несколько недель после открытия архив пришлось закрыть из-за пандемии. Затем он открывался и закрывался несколько раз. Полный анализ фонда займет у историков еще десятилетия. Он только начат. Если архив Пия XII открывается с задержкой в 75 лет, что говорить о других, еще более чувствительных документах? Архив папы Иоанна XXIII пока закрыт. Архив папы Павла VI закрыт. Архив папы Иоанна Павла I, занимавшего престол всего 33 дня, закрыт. Документы Второго Ватиканского собора, важнейшего реформаторского события католической церкви XX века, доступны лишь частично. Не потому, что их прячут, а потому что система устроена так, каждый понтификат становится открытым по истечении установленного срока. И срок этот никогда не был коротким. Что хранится в Ватиканском архиве из того, что могло бы переписать наше понимание европейской истории? Точный ответ невозможен, потому что мы не знаем полного состава фондов. Известно об отдельных документах. Оригинальная булла об отлучении Мартина Лютера, переписка по делу Галилея, материалы суда над тамплиерами, документы об инквизиционных процессах в Венеции и Риме. Известно об отдельных секциях – фонд нунциатур, фонд тайных писем, фонд канонизаций. Но между известным и существующим большое пространство, заполненное документами, о которых знают только архивисты. В этом пространстве, по всей видимости, и лежит самое интересное. Закрытость Ватиканского архива – особый случай среди наших дверей. Это не каменная плита и не запечатанный курган. Это институция, медленно и методично пропускающая документы через сито времени. Каждое поколение исследователей получает чуть больше, чем предыдущее. Эта система раздражает торопливых. Она уважает тех, кто умеет ждать. И в каком-то смысле она устроена так же, как любая древняя дверь. Открывается, но только тем, кто к ней пришел правильно, в правильный момент, с правильным вопросом. Если смотришь до сих пор и тебе важна эта тема, поставь лайк и подпишись. Мы делаем такие выпуски долго и тщательно, и алгоритм YouTube помогает им найти зрителя только тогда, когда зритель помогает в ответ. А мы переходим к самой спорной двери из всех, о которых сегодня говорим. Находка 6. Полость под сфинксом, дверь существования которой еще не доказана окончательно. Эта история требует особой осторожности. О полости под сфинксом говорят давно и много, и значительная часть этих разговоров не имеет научной основы. Поэтому будем держаться только того, что задокументировано, и обозначать, где документ заканчивается и начинается интерпретация. В 1933 году американский медиум по имени Эдгар Кейси, известный своими чтениями в трансовом состоянии, сделал серию заявлений о том, что под лапами сфинкса в Гизе находится подземное помещение. Он называл его «залом летописей», местом, в котором, по его словам, хранятся документы древнейшей цивилизации. Кейси был не ученым, а популярным мистиком своей эпохи. Его утверждения не имеют археологической доказательной силы. И все же одно из них
привлекло внимание серьезных исследователей, потому что описание Кейси оказалось географически точным. Он указал не где-то под пирамидами, а конкретно под сфинксом. Это совпадение могло быть случайным. Или нет? В 1991 и 1993 годах американский геофизик Томас Добецки, работавший вместе с египтологом Робертом Шохом и Джоном Энтони Уэстом, провел на плато Гиза серию сейсмических исследований. Метод стандартный – создание контролируемых вибраций на поверхности и регистрация отраженных волн от подземных структур. Результаты были опубликованы и обсуждались на ежегодной конференции Американского геофизического союза в 1991 году. Добецки сообщил, что под передней частью сфинкса, на глубине около 5 метров, его приборы зафиксировали аномалию – пространство, размер и форма которого согласуются с искусственно созданной полостью. Параметры, по его данным, составляют примерно 9 на 12 метров. Это уже задокументированный факт, а не пророчество медиума. Но и здесь нужна оговорка. Сейсмические аномалии не доказывают существование искусственной полости. Они показывают изменение плотности грунта в данной точке. Это изменение может быть вызвано естественной карстовой пустотой, трещиной в известняковом основании, перепадом плотности слоев породы. Известняковое плато Гизы изобилует естественными пустотами разного размера. Чтобы доказать искусственное происхождение полости под сфинксом, нужны подтверждающие исследования, повторные сейсмические измерения, георадарное сканирование, в идеале пробное бурение скважины малого диаметра. Ничего этого сделано не было. Египетские власти, начиная с 90-х годов, систематически ограничивали доступ к зоне сфинкса для дальнейших инвазивных и даже неинвазивных исследований. Захи Хавас, контролировавший египетскую археологию более 20 лет, неоднократно публично заявлял, что никаких подземных камер под сфинксом нет и что разговоры об этом – спекуляции. Шох, Уэст и Добецки настаивали на обратном, что аномалия задокументирована и требует проверки. Спор остается неразрешенным до сих пор. Не потому, что одна сторона заведомо права, а потому, что условия для окончательной проверки не созданы. Помимо сейсмических данных, существует и физический объект. Между лапами сфинкса находится так называемая стелла сна, поставленная фараоном Тутмосом IV в XV веке до нашей эры. Стелла установлена прямо над предполагаемой полостью. Между лапами сфинкса также есть колодец, задокументированный, несколько раз исследованный, ведущий вертикально вниз на глубину около 10 метров и заканчивающийся небольшой камерой. Колодец известен с XIX века, его назначение неясно. Часть исследователей полагает, что это вход в более глубокую систему. Часть, что это позднее погребальное сооружение, не связанное со временем строительства сфинкса. Важно понимать, в каком положении находится сегодня дискуссия. Никаких артефактов, документов или подтвержденных археологических данных, доказывающих существование зала летописей под сфинксом, у науки нет. Есть сейсмическая аномалия, требующая проверки. Есть запрет на ее проверку. И есть огромная популярная литература, которая многократно превзошла объем фактического материала и сделала тему сфинкса одной из самых засоренных сенсационными утверждениями областей египтологии. Поэтому подходить к ней нужно осторожнее, чем к любой другой двери из этого видео. И все же сама ситуация показательна. На плато Гизы стоит сооружение, возраст которого до сих пор является предметом серьезного академического спора. Шох, основываясь на следах водной эрозии на корпусе сфинкса, предположил, что памятник может быть значительно старше, чем считается официально. Возможно, относиться к эпохе, когда в районе Нила был более влажный климат, то есть к X-V тысячелетию до нашей эры. Эта гипотеза не принята большинством египтологов, но она и не опровергнута полностью. Если бы под сфинксом действительно была полость с какими-либо артефактами, она могла бы дать ответ на этот спор. Поэтому решение не проверять выглядит, мягко говоря,
сложно объяснимым с чисто научной точки зрения. Возможны разные объяснения этой осторожности. Одно простое. Египетские власти не хотят, чтобы плато Гизы становилось ареной геологических работ, которые могут повредить главный туристический объект страны. Другое – институциональное. Египтология как дисциплина имеет устоявшуюся хронологию, и любое радикальное ее пересмотрение требует перестройки целой системы знаний, к чему академическое сообщество движется крайне медленно. Третье – совсем спекулятивное, и его мы оставим за рамками. Какая из этих причин действует, мы не знаем. Сфинкс продолжает смотреть на восток, как смотрел тысячи лет. Между его лапами стоит стелла Тутмоса. Под ней, возможно, есть полость 9 на 12 метров. Возможно, в ней что-то есть. Возможно, ничего. Мы не узнаем этого ни сегодня, ни завтра. Эта дверь — единственная в нашем списке, о существовании которой мы пока можем говорить только в условном наклонении. И именно поэтому она важна. Она напоминает, что граница между закрытой дверью и недоказанной дверью тонкая, и ходить по ней нужно медленно. А мы переходим к выводам. 6 дверей, 6 способов закрытия. Юридический в Керале, государственный и культурный в Сиане, физический и политический в Гизе, археологический и этический в Теотиуакане, институциональный в Ватикане и гипотетический под Сфинксом. Но через все эти случаи проходит одна общая нить, и она важнее различий. Каждая из этих дверей закрыта не потому, что мы не можем ее открыть. Технологически можем все 6. Каждая закрыта потому, что в какой-то момент человек, обладающий полномочиями принять это решение, выбрал ее не открывать. Иногда конкретный человек, иногда институция, иногда поколение, но всегда выбор. Это переворачивает обычное представление о прогрессе. Мы привыкли думать, что наука движется к открытию всего и всегда, что граница знания — это просто граница технологии, и как только технология появится, мы откроем все, что есть. Эти двери говорят о другом. Граница знания — это граница согласия. Согласие человечества само себе разрешить узнать. И иногда это согласие не дается. Иногда мы решаем, что есть вещи, которые лучше оставить там, где их положили. Не потому что боимся, а потому что понимаем, открыть значит изменить, а изменить иногда значит уничтожить. Прогресс — это не только движение вперед, это еще и умение остановиться, когда движение становится разрушением. В Тируванантапураме, в подвале храма Падманабхасвами, прямо сейчас, в эту минуту, стоит железная дверь с 2 кобрами. Перед ней каменный пол, отполированный за столетия босыми ногами жрецов. За ней тишина, которой никто не нарушал. В нескольких метрах над дверью, в главном святилище, лежит на тысячеглавом змее статуя Вишну, и каждое утро жрецы совершают перед ней ритуал, известный с 8 века. Дверь стоит. Жрецы приходят и уходят. Туристы, которым разрешен вход в храм, проходят над ней, не зная, что под их ногами. Так это работает уже 700 лет. Возможно, будет работать еще 700. Какая из этих 6 дверей лично тебе интереснее всего? Какую, если бы решение зависело только от тебя, ты бы открыл первой? И есть ли среди них хоть одна, которую, по-твоему, лучше оставить закрытой? Напиши в комментариях. Эти вопросы не ради алгоритма. Это действительно важная часть разговора, и мне интересно, что ты думаешь. И последнее. Если этот выпуск показался тебе ценным, поделись им с кем-нибудь, кому такие темы тоже близки. Документальный формат живет ровно до тех пор, пока находит зрителя, готового смотреть 40 минут подряд без рекламы и сенсаций. Спасибо, что ты этот зритель. До следующего выпуска.